Для выживших джедаев после приказа 66 наступили темные времена. Империя развернула за ними настоящую охоту, создав для этой цели специальный отряд инквизиторов, который полностью состоял из павших на темную сторону джедаев. Но что еще хуже, Дарт Вейдер принял на себя лично командование этим отрядом, и именно это в конечном итоге привело его в колониальный регион Каббария. Согласно полученной информации, там был замечен человек, который использовал силу в драке. Говорилось даже, что у него мог быть световой меч. Подробностей мало, но в любом случае это определенно зацепка. Друг, если тебе нравится подобное видео, то обязательно подписывайся на канал, чтобы в числе первых смотреть новые ролики, а мы продолжаем. В этой миссии Темного Лорда сопровождала 9-я сестра, которая входила в состав отряда инквизиторов. По прибытии на место она спросила Вейдера, почему он принял решение поучаствовать лично, ведь, скорее всего, это пустая трата времени, поскольку с тех пор, как Империя объявила награду за джедаев, они постоянно получали ложное сообщение. Инквизитор считала, что должна была прилететь сюда сама, все проверить и отправить ему отчет. На что Темный Лорд ответил: «Ты должна радоваться, 9-я сестра. Тебе и другим инквизиторам пока не обойтись без руководства. Вы не готовы самостоятельно охотиться на джедаев». Да, я уже усвоила этот урок. Я его не забуду. Он стоил мне глаза. Опустив голову, произнесла 9-я сестра. Она хорошо помнила жестокие тренировки Вейдера, во время которых Темный Лорд мог запросто отсечь руку или серьезно ранить своего оппонента. Так он готовил инквизиторов к будущим поединкам с джедаями. Но я не думаю, что вы здесь из-за этого. Продолжила она. Вы здесь на случай, если нам повезет. Я всегда прекрасно читала эмоции, и сейчас, познав темную сторону, стало в этом еще лучше. Вам не терпится сразиться с еще одним джедаем. Вейдер устал от этой болтовни, поэтому отдал приказ инквизитору ждать снаружи и ничего не предпринимать без его приказа, а сам вошел в контину. Проводив его взглядом, инквизитор произнесла: Несчастный монстр совсем себя не знает, жаждущий сражения, жаждущий смерти. Внутри контины лорд Вейдер обратился к посетителям, желая узнать все подробности их встречи с джедаем. Он понятия не имел, что это хорошо спланированная ловушка, и команда охотников за головами уже идентифицировала свою цель. Мы видим девушку с необычным ружьем в руке, способным с огромной силой притягивать предметы. Ее главная задача – обезоружить Темного Лорда, сорвав с пояса и притянув к себе его световой меч. Получив команду, она нажимает на курок, и меч ситха тут же взлетает в воздух. Однако реакция Вейдера была мгновенной. Он с помощью силы остановил свое оружие и потянул его обратно. «Мама, папа, что мне?» – запаниковала девушка. «Держись, дитя! Эта штука сильнее любого джедая!» – услышала она в ответ. В итоге световой меч не выдерживает такого давления и разрывается на две части. А находившийся в нем красный кристалл, который с таким трудом был добыт Темным Лордом, падает на пол. В этот самый момент с верхнего яруса контины летит граната, которая взрывается прямо в центре зала, освещая все вокруг яркой синей вспышкой. «Сохраняйте спокойствие! Мы здесь только за джедаем!» – произнес один из охотников. «Это была ионная граната, а это значит, что бластеры сейчас работают только у нас! Как я и сказал, мы здесь ради джедая и не убиваем без необходимости! Никто не пострадает!» «Не соглашусь», – ответил Вейдер. Он использует силу и поднимает в воздух окружающих его посетителей контины, а затем, применив удушение, бросает их в охотников за головами. Те сразу же активируют щиты, пытаясь защититься от атаки Темного Лорда. Оказавшись в затруднительном положении, Вейдер попытался связаться с Инквизитором, которая ждала его возвращения у входа. 9-я сестра, на меня напали охотники за головами. Они устроили ионный взрыв и уничтожили мой меч. Мне нужен твой.
Инквизитор принимает сообщение, но не спешит помогать темному лорду, решив, что при необходимости сошлется на неработающий камлинг, который, якобы, также пострадал в результате ионного взрыва. Тем временем, укрывшиеся за щитами охотники понимают, что заряды их батарей не бесконечны, и принимают решение покинуть контину. Забрав с пола свой красный кристалл, Вейдер бежит за ними. На выходе охотники сталкиваются с девятой сестрой, но она даже не пытается задержать их. Угрожая ей оружием, они быстро запрыгивают на свой спидер и устремляются прочь. Инквизитор поворачивает голову в сторону двери и в клубах дыма и огня видит темного лорда. Девятая сестра, это была ловушка. Ты сфабриковала появление джедая и наняла этих болванов, чтобы уничтожить меня. Что? Отвечает ему инквизитор. Лорд Вейдер, мне известно, что лучше не вставать у вас на пути. Если бы это сделала я, то не прилетела бы сюда вместе с вами. Я, конечно, не гений, но и не идиотка. Значит, меня предал кто-то из остальных, Произнес Вейдер. Не знаю, но все инквизиторы были джедаями, а теперь мы работаем на тех, кто их уничтожил. Продолжила девятая сестра. Если вам нужны предатели, то далеко искать не надо. В ответ Вейдер применяет силу и быстрым движением выхватывает из-за спины инквизитора световой меч, после чего подносит рукоять к ее горлу. Это лишь вопрос времени, когда я выясню правду. Честно, лорд Вейдер, я этого не делала. Произнесла девятая сестра. Посмотрим. Ответил темный лорд. Жди здесь, пока я не вернусь. Если сбежишь, ты умрешь. С этими словами Дарт Вейдер садится на спидербайк и отправляется в погоню за охотниками. Вскоре он настигает их, и те открывают огонь из бластеров, пытаясь оторваться от темного лорда. Он догоняет нас! Кричит один из охотников. Бросай ионную гранату! Он не сможет поймать нас на сдохшем спидербайке! Отец, я оставила их там, я не думала! Отвечает ему девушка. Все в порядке, не бойся! Продолжай стрелять, мы справимся с ним! Тем временем Вейдер, применив силу и световой меч Инквизитора, опрокидывает один из пролетавших мимо него транспортов, и он падает прямо на спидер команды охотников. Однако те успевают активировать щиты и спасти свои жизни, при этом полностью разрядив все батареи. Семья охотников благополучно выбирается из-под завалов, и темный лорд тут же поднимает девушку в воздух, угрожая ей световым мечом. Кто вас нанял? Мы не знаем. Ответил ему отец девушки, которую сейчас удерживал Вейдер. Это был анонимный заказ, поступивший через сеть охотников за головами. Обычно за такое мы не беремся, но оплата была слишком хороша, чтобы от нее отказываться. Честно, мы не знаем. Вступила в разговор женщина, которая была матерью девушки. Это печально, Произнес темный лорд. Но та не сдается и пытается продолжить переговоры. Пожалуйста, не причиняй ей вреда. Мы не знаем, но это не значит, что не сможем выяснить. Я хороший хакер. Могу войти в сеть и отследить, откуда поступил заказ. Приступай немедленно. Ответил Вейдер. Нет, сначала отпусти ее. Заявил отец. Вы не в том положении, чтобы торговаться. Парировал темный лорд. Ты ошибаешься. Произнесла мать девушки. Тебе нужна наша помощь. Мы единственный путь к ответам, которые ты ищешь. Если убьешь ее, то не получишь ничего. Докажите, что вы можете выполнить свою часть сделки. Потребовал Вейдер. Хорошо, позволь мне подключиться к сети охотников. Ответила женщина, тем самым принимая условия темного лорда. Вскоре она продолжила. Кто-то на Корусанте тебя очень не любит. Да, как я и предполагал. Ответил Вейдер, опустив девушку на землю. Можешь идти, Произнес отец. но сперва поклянись этому человеку, что не будешь мстить. Я клянусь, что не буду мстить, Обещает девушка. Сегодня здесь ничего не произошло. Совсем ничего. Соглашусь. Ответил темный лорд.
Затем он развернул свой клинок в сторону матери. Продолжай. «На самом деле, это не так сложно, как я думала», – произнесла женщина. «Я взламываю шифр. Похоже на Сенатский округ. Это в здании администрации Сената», Где? – спрашивает Вейдер. «Думаю, на самом верху», – ответила ему охотница. Друг, понравилась история? Если да, то обязательно ставь палец вверх, подписывайся на канал и оставляй комментарий. Именно по твоей активности под видео я пойму, что подобные ролики тебе интересны. Спасибо за просмотр и до новых встреч в следующих видео.